Всем привет! Сегодня я поделюсь своим опытом по установке лобового стекла, его вклейки. Это видео будет полезно тем людям, кто самостоятельно хочет его вклеить, а также другим профильным фирмам, которые непосредственно этим занимаются. Итак, прежде чем вклеить вот это вот стекло, у меня вот этот вот процесс остановился на середине. Я снимаю это видео, чтобы вам показать, чтобы было это понятно, как правильно необходимо вклеивать стекло на такие машины. Итак, с самого начала, чтобы его вклеить, его необходимо подготовить. Подготавливается сначала кузов и само стекло. Я вам покажу видео, как я подготавливал кузов. Здесь у меня крепления должны стоять. И я подготавливал вот эти вот крепления для посадки молдинга с этой стороны и с противоположной. Чисто был голый кузов, и мы вклеивали это стекло на голый кузов. Соответственно, после установки вот этих вот креплений. На этой части видео я вам изначально показываю, в каком состоянии была машина. То есть перед полной покраской кузова все вот эти вот крепления для молдингов стекла снимались со своих мест. Они сидят на заклепках, и далее устанавливались уже новые заклепки в свои родные места и вот эти вот крепления. Место для установки стекла предварительно зачищено, то есть вы видите, по контуру стекла рядом с креплениями идет зачищенное место под установку самого стекла. То есть по этим местам будет наноситься герметик. Но перед началом, чтобы вклеить вот это вот стекло, вклеивать вы можете его на абсолютно любой герметик, у кого какое желание есть, хоть двухкомпонентный, хоть однокомпонентный. Но однокомпонентный герметик, по факту, если вам в каких-то там фирмах вклеивают стекло, вам здесь наклеивают с обоих сторон скотч, чтобы стекло не шевелилось, но это все ерунда. По факту герметик, который используют все, универсальный для вклейки стекол, однокомпонентный, он высыхает полностью где-то в районе недели, а то и двух. То есть снаружи он как бы высох, но внутри он еще остался свежий. Достаточно долго он высыхает. То есть на машине лучше это время все-таки не ездить и по ямам передвигаться с особой осторожностью. По стеклу, чтобы подготовить стекло, вам необходимо наклеить на стекло вот эту вот резинку. Резинка должна приклеиваться к стеклу, то есть стекло вклеивается уже с резинкой. Чтобы приклеить вот этот молдинг нормально и хорошо, его необходимо очистить, если вы используете старый молдинг. И когда наклеите стекло, вот сюда вставляйте проставки, вот в эти места я вам показываю, сюда, сюда, под сервопривод, чтобы вот это вот стекло и вот этот молдинг, они плотно сцепились. Сам этот молдинг на герметике. Вот сюда. То есть этот молдинг должен прилегать плотно к стеклу. По наклейке и установке вот этих вот накладок. Накладки эти устанавливаются достаточно просто на свои крепления. Я вам сейчас покажу зазор, который у меня здесь по стеклу. И это будет правильный зазор. То есть смотрите, здесь у меня в принципе почти зазора нету в самом верху.
А здесь в самом низу я получаю вот такой вот зазор. Я вам показываю с противоположной стороны. То же самое, то есть зеркально одинаково все стоит. Вот эти вот крепления здесь специально стоят для регулировки стекла, то есть для его позиционирования кузову вверх. Вот эти вот крепления зеркально с обоих сторон необходимо вот так вот будет выставить. То есть смотрите, стекло ложится вот на вот это вот крепление, видите, и вот этой вот частью крепления оно до упора вверх подгоняется. Помимо того, под этой накладкой зазоры по стеклу с обоих сторон должны быть совершенно одинаковые. Про установку зеркала заднего вида. Прежде чем его установить, необходимо прикрепить железную направляющую. Железную направляющую необходимо прикреплять рисками вниз. Фото я приложу, как это необходимо делать. Но здесь учтите один момент. Вам необходимо подобрать хороший клей для того, чтобы приклеить вот эту вот направляющую железную под это зеркало. Клеится это и приклеивается это крепление таким образом, что вот это вот крепление, которое приклеивается непосредственно к стеклу, должна быть полностью зачищена от старого клея, то есть это чисто голый металл должен быть. А вот эту вот часть, которая на стекле здесь немного у меня торчит, ее протирайте пятак и наносите клей на крепление. То есть вот эту вот часть, которая на стекле, пятак, вы ее протираете клеем-активатором. Направляющую саму вы уже намазываете уже клей. Приклеиваете и в течение 30 секунд ее фиксируете. Дальше она держится и высыхает. Потом уже, когда будете ставить вот этот вот датчик дождя, его необходимо намазать силиконовой смазкой, чтобы не было никаких уплотнений в виде воздуха. И тогда нормально будет выглядеть вот таким вот образом. Дальше надеваете зеркало вместе с датчиком и прикрепляете, уже вставляете разъем. И вот таким вот образом вот это вот крепление, оно должно держаться не на потолке, а на кузове. Там есть специальная риска для этого. То есть вот так вот это выглядит, то есть на кузове. И вот такое вот готовое зеркало, то есть можно эксплуатировать. По поводу клея добавлю тот момент, что дайте выдержать клею не менее 3 часов, то есть лучше сутки, потому что вот это вот, если крепление хорошо приклеено, его можно снять вместе только со стеклом. По-другому вы его не снимете. Хороший клей я скину в описание, смотрите там. Я перепробовал здесь уже порядка 3 клеев, чтобы приклеить вот это зеркало, но на третий у меня нормально получилось. То есть это зеркало, он держится, не отходит. Добавлю один момент. Если, к примеру, когда вы устанавливаете новое стекло, вы проходитесь обезжиривателем по контуру стекла, а потом уже праймером и вклеиваете стекло. Но, к примеру, чтобы нормально вклеить крепление, вам необходимо полностью снять с контура крепления весь старый клей. Именно шкуркой я вам рекомендую где-то взять 150, затереть. И также шкуркой, но уже со стороны стекла пройтись по контуру пятака. То есть где будет уже приклеиваться крепление к стеклу. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!